Наше путешествие потихонечку подходит к концу. Мы уже успели побывать в куче автомобильных музеев, на нескольких гоночных трассах и других околоавтомобильных местах, пообщаться с местными автолюбителями и покататься на разных видах транспорта. Сегодня мы находимся в самой южной точке нашего путешествия, в Хиросиме. В этой серии мы побываем на заводе и музее Mazda, вернемся обратно в Токио, и у нас начнется невезуха с жильем. Погнали! Наша поездка была бы далеко не столь насыщенной без поддержки компании ВМП Авто, среди множества продуктов которой есть новинка – Валера. Проникающая смазка с уникальными свойствами, эффективно преобразующая ржавчину и заменяющая целые серии аналогичных продуктов. Прикипела? Есть Валера. Доброе утро, господа. Another best day at work, как любит говорить Финниган. Еще один лучший день на работе. Наступило утро, и сейчас мы отправляемся туда. Зачем, собственно, и приехали в Хиросиму? Мы отправляемся в музей Mazda. По дороге, как всегда, радовали глаз не только чистые улицы, но и идеально чистые машины, включая грузовики и автобусы. Кстати, что забавно, битых или грязных авто мы за все время не видели вообще. Потом четко в назначенное время пришел наш автобус с прикольным бархатным салоном без единой прорези. В общем, испытывая в этом плане зависть, мы и доехали до музея. И обломались, так как свободного посещения здесь нет, как было и в Subaru, но нам вроде как повезло. Здесь очень тесно, поэтому даже не знаю, видно нас или нет, но в общем такая петрушка, что мы приехали сюда ровно к 10 утра, к началу англоговорящего тура. Нас взяли на тур, и вообще, что интересно, нам сказали, что типа персональных посещений в музее нет, только тур. Ну, будем снимать во время тура, что ж поделать. Вообще очень странная тема, конечно. Ну ладно. Хорошо, по крайней мере, нам, наверное, повезло, что мы на него вообще попали. Да, с одной стороны повезло, так как музей находится на территории завода, и туда просто так с улицы не попасть, мы вон на автобусе едем. А с другой опять прогулка по заводу, где снимать один фиг нельзя, и буквально 20-минутный тур по музею с минимумом машины без какой-то полезной инфы. Зато еще и, в толпе туристов. Так что опять с помощью всемирной паутины придется что-то рассказывать за кадром. Поехали! 140 с лишним лет назад, 8 августа 1875 в Хиросиме родился будущий предприниматель Джуджиро Мацуда. В 14 лет он уехал учиться кузнечному мастерству в Осаку, а в 31 в 1906 получил свой первый патент и попытался стать руководителем фабрики, где работал, но его, так сказать, ушли. Не сильно расстроившись, Мацуда создал собственное производство и начал с оружия. Неплохо, надо сказать, начал, заручившись поставками винтовок в японскую и российскую армии. В 21-м, уже будучи успешным и богатым бизнесменом, он возвращается в Осаку и возглавляет компанию Toyo Korkogyo, занимавшуюся изделиями из пробки. Это производство он вскоре продает, переименовывает компанию в Toyo Kogyo и сосредотачивается на производстве инструмента и прочих металлоизделий. В 29-м компания создает первый двухтактный мотор для мотоциклов. В следующем году выпускает пробную партию самих мотоциклов, умудрившись даже выиграть гонку на них, а в 31-м выпускает первое серийное транспортное средство – трицикл или моторикшу Mazda Go. Производством подобного занимается вплоть до войны, в 40-м также создав первый прототип автомобиля малого класса. Само же название Mazda появляется в октябре 31-го. Кстати, почему же Mazda, а не Мацуда? На самом деле название бренда идет от зороастризма, и Ахура Мазда, или бог мудрый, это единый бог в этом учении, проповедующий мудрость и гармонию. Само же слово Mazda, грубо говоря, переводится как мудрость, что неплохо, но и отсылка к фамилии Мацуда тоже сыграла свою роль. В 1945-м, как известно, Хиросима была полностью разрушена, и компания переезжает чуть в сторону, в город Фьющу, и продолжает создавать трицикла, а также небольшие грузовички. Первая же легковая машина, малышка R360 купе, увидела свет в мае 1960-го. При объеме установленного сзади двигателя в 356 кубиков и длине кузова 1,75 м в машине было 4 места, максимальная скорость достигала аж 84 км в час, при этом расход топлива составлял лишь 3 литра на сотню. Годом позже на базе этого авто появляется универсал и пикап B360, но с мотором спереди. И в этом же самом 1961-м компания начинает сотрудничать с немецким производителем NSU Motorenwerke. Эта ныне поглощенная и исчезнувшая компания в свое время неплохо гремела по миру своими мотоциклами, машинами, а также тем, что впервые применила двигатель немецкого инженера-самоучки Феликса Ванкеля. Вы уж понимаете, о чем я. Разумеется, о роторе, который спустя какое-то время стал визитной карточкой Mazda. Мы вам про эти роторы перевели уже более чем достаточно, так что заостряться на их специфике я не буду.
Но пока сотрудничество было только начато, и вплоть аж до 1967-го Mazda выпускала небольшие легковушки, а также грузовую технику и автобусы с обычными поршневыми двигателями. Между прочим, первым серийным роторным автомобилем в мире стал NSU Spider, и произошло это в 1964-м. А следующий NSU Euro 80, вышедший в 1967-м, в Европе даже стал автомобилем года. В дальнейшем бренд был выкуплен Volkswagen и растворился в недрах ВАГа. Причина: фирма была маленькая, мотор получился интересный, но ненадежный, бесконечное обращение по гарантии привели к банкротству. Тем временем, в том же 1967-м Mazda по лицензии NSU закончила разработку своей версии мотора и выкатила свой первый роторный автомобиль. Красотку звали Mazda Cosmo Sport. Внутри стоял двухсекционный ротор общим объемом 982 кубика, развивавший аж 110 лошадиных сил поначалу и 128 годом позже. Вторая версия разгоняла Cosmo аж до 200 км в час, а квотер машина проезжала за 15,8 секунды. Компания, вскоре оставшаяся единственной в мире серийно использующей роторные моторы, изо всех сил пыталась их внедрить, не забывая, разумеется, и про обычные поршневые, как на этой Mazda Carrol 600. Из известных ныне имен в 1963-м появляется первая Mazda Familia, самая успешная и разветвленная линейка авто, выпускавшаяся и с обычным, и с роторным моторами. Изначально став первым массовым роторным автомобилем, спустя много-много лет она превратилась в нынешнюю Mazda 3. В 1966-м стартует производство авто бизнес-класса Mazda Luce пера Giorgetto Giugiaro, которая впоследствии стала Mazda 929. В 1968-м выходит первый Porter, легкий грузовичок на обычном моторе, затем линейка Capella, ставшая Mazda 626, а впоследствии Mazda 6, и в 1967-м выходит первое поколение будущей легенды RX-7 Mazda Savanna, от которой потом и отпочковалась Savanna RX-7, превратившаяся в RX-7. В те же времена Mazda начинает потихоньку выкупать Ford. Одно время 30% акций Mazda принадлежали Ford, но после кризиса 2008-го Ford продал почти все, оставив лишь около 2%. Первым серьезным совместным проектом стал фургончик Mazda Bongo, который в Европе изначально продавался как Ford Econovan, а в Корее внезапно как Kia Bongo. До топливного кризиса 1973-го Mazda пыталась ставить роторы буквально во все подряд, включая бизнес-класс, но рынок рухнул, и роторы остались лишь в спортивных авто. Легендой, остававшейся на конвейере буквально до последнего, по сути оставался только один автомобиль – Mazda RX-7. Историю этого спорткара я обязательно подробнее расскажу в выпуске Dream Runners, посвященном RX, а там чем черт не шутит, может и с ранними машинами что-то срастется. Так что буквально пара слов. Вообще считается, что у RX-7 было 3 поколения – SI, FB, FC и FD. Но при этом все забывают про еще одно, когда была просто Savanna, так что получается их было 4. В последних версиях двухсекционный твин-турбовый роторный мотор 13B объемом всего 1.3 развивал максимально тогда разрешенную в Японии мощность в 280 лошадиных сил. Сама же машина была чрезвычайно легкой, с отличной развесовкой и управлялась буквально как карт, за что получила массу хвалебных отзывов и не раз выходила победителем в битвах Best Motoring и получала звание монстра Тоги в Hot Version. И все вроде бы шло неплохо, пока в нулевых не появились пресловутые экологические нормы. Этот мотор, несмотря на все ухищрения, вписать в них не удалось. Последним спорткаром и последним роторным авто от Mazda стала RX-8. Управляемость осталась великолепной, кузов и салон обрели подобающий началу 21 века вид, но мотор стал атмосферным, и по отзывам того же Best Motoring его перестало хватать для этого шасси. Но несмотря на это, RX-8 как последний из могикан мужественно несла свой одинокий роторный флаг 2 поколения, вплоть до 2012, когда продажи были завершены. Но не ротором единым, как говорится. У Mazda в линейке был еще один своеобразный замечательный автомобиль – Mazda MX-5 на самом обычном маленьком атмо-моторе. Эта машинка, выпускающаяся с 1989 по сей день, является самым продаваемым открытым спорткаром в истории и всегда была любимой автожурналистами и публикой. Основная ее фишка не в мощности, которая относительно невысока, а в отточенной управляемости и малом весе. Удовольствие от вождения – невысокая цена. Благодаря этому девизу эта малышка до сих пор радует мир. Напоследок же то, о чем мы вам тоже рассказывали, точнее переводили, но не упомянуть об этом нельзя. Спортивное подразделение Mazda Speed появилось в 1967 в качестве независимой гоночной команды, гоняющейся на уже упомянутых Cosmo 110 Sport. А в 1983-м таки обосновалась под крылом бренда, перед этим дважды успев выиграть британский туринговый чемпионат в 80-м и 81-м, 24 часа СПА в том же 81-м и 24 часа Дайтона под эгидой IMSA в 80-м, все на RX-7. В серии IMSA машина вообще была очень успешной и выиграла свыше сотни гонок. В ралли Mazda тоже была вполне конкурентоспособной. Например, в 87-м и 89-м полноприводная 323 победила в шведском этапе мирового раллийного первенства, а в 89-м еще и в Новой Зеландии. А еще была Mazda RX-7, созданная под небезызвестную группу B. Правда, к сожалению, она появилась лишь под конец эры и успела занять лишь 3-е место в ралли Акрополис в 85-м. Ну и разумеется, RX-7 и RX-8 весьма неплохо гоняли в различных кузовных чемпионатах как у себя дома, так и за океаном. А у MX-5 немало монокубков по всему миру, да даже в дрифте она участвовала.
Но вершиной, разумеется, была победа в Лимане на легендарной четырехроторной Mazda 787B. Конечно, Mazda участвовала в Лимане и ранее, например, в 82-м вот на такой RX-7 254. Но успеха добились лишь в 91-м, став единственным японским брендом, победившим на Лимане в абсолюте. Кстати, Джонни Херберт, под чьим управлением машина пересекла финишную черту, не смог выйти на подиум. Из-за обезвоживания он не смог даже вылезти из болида и сразу после финиша отправился в больницу. Но, если что, виной была не машина, а то, что Джонни умудрился отравиться перед гонкой и, несмотря на это, отказался пересаживаться на последнем пит-стопе и довел команду до легендарной победы. В следующем сезоне роторы оказались вне закона, но Mazda еще 6 лет выступала в Лимане, неизменно оказываясь в тройке лидеров в классе, но даже близко не подбираясь к какому-то вменяемому результату в абсолюте. В итоге, после сезона 97-го команда из Лимана ушла. На данный момент бренд полностью сфокусирован на обычных гражданских автомобилях. Единственным условным спорткаром остается MX-5. Линейка заводских тюнинных версий троек, шестерок и MX-5 от Mazda Speed свернута, а разговоры о возвращении роторных моторов уже долгие годы остаются лишь разговорами. Жалко, но такова жизнь. С такими мыслями мы и выходили из музея. А сейчас самое время для гневных выкриков: а где та или иная модель? Знаете, этим же вопросом задаемся и мы. Почему-то почти все японские музеи при заводах откровенно бедны экспонатами. Придется дополнять историю Mazda, как и Toyota, во время будущего, надеюсь, визита в Германию. Почему-то там музей гораздо более обширный. Так что не расстраивайтесь, о Маздах вы еще услышите. Ну а сейчас пора выдвигаться дальше. В общем, нам на самом деле очень повезло, потому что посещение музея возможно только в рамках посещения завода, фэктори-тура. И мы подошли как раз к тому моменту, когда отъезжал тур на английском, и нас попросту пригласила девушка, я успел с ней перекинуться парой слов, она сказала: у нас есть тут несколько отмененных мест, вроде у нас есть места в автобусе, поэтому поехали с нами. Я говорю: а мы можем с вами походить? Она говорит: нет, конечно, нельзя. Вот. Честно скажу, этот тур был более скучным, чем даже в Subaru. То есть, если в Subaru нам пытались рассказать историю, поскольку мы там были как официальные гости, нам дали больше свободного времени. Ну, в общем, было все вполне нормально. Здесь такой тур, рассчитанный именно на то, чтобы попытаться продать людям Mazda. То есть, никакой истории. Там вначале прокручивается 10-минутный фильм, и в нем, собственно, рассказывается вся история. Дальше вас ведут в музей, в котором просто говорят: это эта машина, это эта машина, это эта машина. И времени в музее у нас было буквально минут 15, наверное. Мы попытались снять все, что могли за это время, а потом нас быстро гурьбой погнали дальше. Сам завод у Mazda более чистый, чем у Subaru. Скорее всего, у Subaru это связано с тем, что у них работают практически одни механизмы, то есть у них завод, ну, наверное, процентов на 80, да, ведь роботизирован. Да. Вот. А у Mazda роботов очень мало. Нам с гордостью показали робота, который приклеивает стекла. Ну, не знаю. Наверное, что приятно, к нам потом подошла экскурсовод, извинилась, что вот так получилось, что вот такой тур короткий, там, извините. В целом, что, Виктор? Давай ты что-нибудь скажешь, что я все время говорю? Да скучно. Там, действительно, и машин мало интересно. Да, музей очень маленький, он, наверное, по размерам даже меньше, наверное, чем Субаровский, не говоря уже о Тойоте, Ниссане и так далее. И тур по заводу тоже совсем скучно. Это Subaru полный цикл создания автомобиля нас провели. Нам не показали только покрасочный цех. Да. А здесь нам показали только, ну, какие-то кусочки, все остальное, естественно, уже было закрыто. автомобилей. Да, то есть final assembly, то есть буквально уже финальные шаги, показали двор, где машины стоят готовые. Ну, в общем, честно, ничего особенного. Но в любом случае мы здесь побывали, мы как могли показали вам историю Mazda. Там мы садимся в мой любимый вид транспорта и едем обратно в Токио. Пока мы едем, а переезд у нас сегодня самый дальний, почти полдня, давайте я пару слов расскажу о том, на чем мы едем, а то я все нахваливаю Синкансена, а сам про них так ничего и не рассказал. За что я их люблю? За скорость, безопасность и комфорт. Первая линия была запущена аж в 64-м, и с тех пор не было ни одной аварии со смертельным исходом, кроме самоубийц. Это к вопросу безопасности. При этом в поезд ты идешь как на обычную электричку. Никаких тебе проверок, полиции, металлодетекторов и всего прочего. Те, кто ездит на Сапсанах, меня сейчас поймут. По поводу скорости, стандартная максималка составляет порядка 320 км в час, не считая рекордов. Наш же зафиксированный предел вот. Чуть-чуть не дотянули до 300. Это не рекордные показатели, в Европе тоже есть скоростные поезда, но все же очень и очень быстро.
При этом совершенно незаметно. В вагонах довольно тихо, нас ни разу серьезно не качнуло, все повороты-то профилированы. Место для сидения и лежания навалом, везде розетки, кондиционеры, в более свежих моделях отдельные сопла вентиляции, через вагон специально оборудованные курилки и даже туалеты, а впрочем, смотрите сами. Я прошу прощения, что снимаю это в таком качестве, но как-то в туалет GoPro брать с собой было глупо. Что я вам хочу сказать, товарищи? Туалет Синкансена, во-первых, с подогревом. Во-вторых, у него есть вот такая вот чудесная функция. Оп! Это делается одной кнопкой. Более того, естественно, здесь есть всякие подмывания со всех сторон. Кнопка вызова проводника, поддержка для детей специальная. И даже инструкция, как использовать туалет. Столик детский, пеленальный, видимо. Да? Короче, туалеты в Синкансенах столь же технологичны, как и сами Синкансены. Ну а теперь немного прикладной информации для путешественников. Синкансенов 5 типов: Нозоми, Мизуха, Сакура, Хикари и Кадама. Отличаются они следующим. Кадама — это самый медленный Синкансен, он останавливается на всех станциях. Хикари и Сакура промежуточные, а Нозоми и Мизуха самые скоростные, останавливающиеся только в крупных городах. Но есть нюанс. На последних двух не действует JR Pass. Это такой проездной для туристов, продающийся только вне Японии, например, в Москве, и позволяющий в течение определенного времени безлимитно ездить не только на Синкансенах, но и на всех поездах, а также автобусах компании Japan Railways и кольцевой ветки метро в Токио. Штука не дешевая, на человека стоит порядка $400 за 2 недели в эконом-варианте, но если вы планируете такое же количество разъездов, как мы, поверьте, он себя окупает. Синкансены, да и вообще транспорт в Японии очень дорогое удовольствие. Короче, этот проездной не позволяет ездить на двух самых быстрых Синкансенах, и, например, при поездке из Хиросимы в Токио еще и приходится пересаживаться, так как напрямую ходят только Нозоми и Мизуха. И еще, не стоит садиться, не глядя, в ближайший по времени Синкансен. Если это окажется Кадама, то зачастую имеет смысл дождаться Сакуру или Хикари. Сев позже, приедете вы раньше. В нашем случае, например, мы вместо ближайшей Кадамы подождали 20 минут Сакуру и приехали в Токио раньше на 1,5 часа. Ну и напоследок, некоторые советуют пробовать ездить в Синкансенах зайцем. Ну, я не знаю, надеюсь, вот это отобьет желание. Обалдеть, впервые за все время нашего пользования Синкансенами проверяют билеты. Ничего себе. Вообще, вот обида, блин. Он только мельком взглянул, что типа у нас JR Pass, и улыбнулся, там поклонился и пошел дальше. У остальных билеты проверяют. Не, ну на самом деле суть-то спича в том, что в японских Синкансенах редко, но билеты проверяют. Ну а если вы не оплатите проезд, то велик риск влипнуть в неприятности. Штраф, насколько я знаю, приличный, да и в целом проблем не оберешься. Ну да ладно. Вечерело, мы дремали, до Токио оставалось не так далеко, но тут Витька пихнул меня в бок и сказал: «Включай камеру». Ну что, господа, побывать в Японии и не увидеть Фудзи — это, в общем-то, наверное, неправильно. И мы, слава богу, ее увидели. Да, пускай не так близко, как хотелось бы, да и качественно на ходу фиг снимешь, но мы уже под конец своего путешествия все-таки увидели символ Японии. Пребывая в благодушном настроении, мы отправились в наше новое жилье в Токио, и тут нас ждал прям очень серьезный облом. Докладываю текущую обстановку. Доехали мы до Токио, доехали мы до нашей квартиры снятой. Это было единственное место, снятое не через Booking.com, а через Airbnb. В общем, Витька сейчас сидит, пишет претензию в Airbnb по поводу возврата денег либо какого-то решения проблемы. Потому что хрен с ним, что она там в жопе мира, хрен с ним, что на 3-й этаж там по узкой лестнице подниматься, ладно, это все не страшно. Вопрос в том, что микроволновка не работает, это для нас принципиальный момент. Белье на кровать не свежее, то есть, ну, как бы, блин, при всем уважении, как бы, я не знаю, кто там спал на этой кровати, может, у него псориаз был, блин, и спать на чьем-то белье меня что-то не очень улыбает. Короче, сейчас будем разбираться и попытаемся отсюда просто свалить, потому что текущее положение дела нас категорически не устраивает. Я понимаю, на видео кажется, что в общем-то ничего страшного, но я в расстройстве это не заснял, а фотки, которые мы отправляли в Airbnb, Витька потер. То, что квартира не особо удачно расположена, претензий нет, ну сами же выбирали. Но белье было реально грязным, все в пятнах и волосах, ну спать на таком нереально. Да и сама квартира напоминала свинарник. К слову, жилье было не сказать, что сильно дешевым, лишь чуть-чуть ниже средней цены по Токио. Короче, мы плюнули, сняли ближайший приличный, как мы думали, отель, но наше везение с хорошим жильем закончилось, и номер тоже оказался так себе. Я его обзор снял, но при монтаже выкинул, чтобы не тянуть время и сразу перейти к завершению дня.
Господа, сегодня будет самый короткий выпуск с жратвой, честно, потому что нет ни сил, ни желания вообще что-либо делать. Мое состояние похоже на то, как выглядит Валерыч. Вот. Ему, бедному, к концу путешествия совсем все хуже и хуже с каждым днем. Видимо, как-то ему тяжело даются подобные путешествия. Вот, и жрачки мы тоже особо, честно, мы даже ничего не выбирали, мы просто настолько, голодные. Ну, Витька наелся лапши, и он сытый, поэтому. Мы настолько задолбались, что просто взяли, что попало. Я взял какое-то вот такое вот какое-то мясо с каким-то рисом. Взяли в автомате все по 100, какой-то лимонад цвета мочи дохлого поросенка. И Витька взял какие-то странные такие штуки непонятные. Давай сейчас быстренько. Зеленый с зеленой личинкой. Что интересно, мясо в Японии всегда очень тонко нарезают, прямо очень тонкие кусочки. Ну, вкусно. Жалко, что соус не положили. По-моему, это бобы. Опять бобы. Все, это не А вот это вот внешне это похоже на зеленый чай. Ладно, быстро пьем, мать. Валера, господи, ну полежи, все, полежи, мой зайчик. Я понимаю, что тебя тоже плющит от всего прошедшего. Лимонно-апельсиновый лимонад. В общем, вот, ребят, у нас сегодня был, наверное, один из таких неудачных дней нашей поездки. Точнее, в целом-то все было нормально, пока вот вечером у нас все не сложилось. Мы до сих пор разбираемся с Airbnb. Я же не успел доснять, я расскажу все-таки. Помимо вот той вот грязи на кровати и явно не свежих простыней, потом мы нашли пятна и на моей кровати, и на Витиной кровати. На кондиционере был вот такой слой грязи сверху. На телевизоре такие жирные, грязные. Ну, короче, реально квартира засранная, прям засранная от души. Вот, что вы думаете? Мы позвонили, точнее, да, ты позвонил в Airbnb. Вот, с вопросом, ребят, что делать-то? Они сказали, у нас вот процедура, вот мы должны там с хозяином. Мы говорим, ребят, времени 8:30 вечера. Понимаете, нам на этом мы спать не будем. Вот, мы хотим отменять. Он говорит, отменяйте. Витя говорит, а как мы будем отменять? У нас все оплачено. 100% он себе заберет еще и за это говно, за все. Витька написал японцу, японец ответил, ой, извините, завтра все поменяю. Ну, отлично. А сегодня-то нам что делать? Пишем в поддержку Airbnb, они тоже, жуют сопли. То есть, вот реально, с букингом таких проблем никогда не возникает. Какая-то проблема, все, возврат денег, до свидания. Эти реально жуют сопли. То есть, это прям жирнющий минус Airbnb. И у меня есть глубокое внутреннее ощущение, что 5 с лишним тысяч за этот отель нам тоже никто ни хрена не вернет. Вот. В общем, букинг на стороне покупателя, а Airbnb на стороне продавца. Ну, вот, видимо, да, потому что, честно, я был в полной уверенности, что мы сейчас... Я просто никогда Airbnb не пользовался им Витька чаще. Я всегда все через букинг фигачу. Сейчас скажу, что нам букинг заплатил мне за рекламу. Ага. Если нам букинг заплатил за рекламу, я был бы, наверное, доволен. Мы пока еще пытаемся что-то тереть с этим самым. Нам, скорее всего, он просто придет завтра, протрет все тряпочкой, поменяет, нам простыни, и все. Вот, то есть никакого возмещения мы не получим, и вот 5000 за вот этот номер мы тоже, естественно, не вернем. В общем, поэтому настроение, честно говоря, не особо хорошее. 5000 невеликие деньги, дело не в этом, дело в испорченном настроении и вот во всей этой фигне, что мы в результате пехом шли потому что мы шли сюда 1,5 километра пешком, потому что там до станции идти километр с лишним. То есть мы просто потыкали отель, нашли PA Hotel, рядом можно дойти пешком, и вроде как сетка нормальная. Отель так себе глубоко. Бог ты с ним, здесь, по крайней мере, белье чисто. Airbnb жирнющий дизлайк, и столь же жирный дизлайк хозяину квартиры. Ему глубоко на это насрать, он свои деньги получил. Вот. А мы, получили испорченный вечер. Вот. Респект Airbnb. Все, ладно, ребят, мы пошли спать. Сейчас поедим, пойдем спать. Нам завтра надо собираться и с утра ехать в музей Митсубиси в Нагою. В следующей серии Dream Road Япония мы отправимся в Нагою, чтобы посетить последний музей нашего путешествия – Митсубиси. А затем наше веселье с жильем продолжится. Не переключайтесь.